Запись пошла. Так, запись, ребята, пошла. И сейчас я еще хочу включить трансляцию. И тогда можно будет стартовать. Так. Я на самом деле на каждом воркшопе смотрю, кто ходит, кто нет. И потом смотрю, как это коннектится с результатом. Ну да. Я думаю, может быть, как бы недостаточно интересно была объявлена тема или там, знаешь, что-то такие уже эти... Да не, Никит, все круто, интересно. Я думаю, что здесь такие моменты больше, что это же надо собираться, мобилизовываться, идти чего-то узнавать, учить. Я думаю, Ну такие... и утро субботы, хотя что лучше будет вечер буднего дня, когда все уставшие, да, вот, или Согласен. пораньше встать. Согласен. Ну и будем досматривать на записи. Да, все, запись пошла, трансляция пошла. Стартуем. Я пока напишу в чат ссылочку с трансляцией. Никит, тебе слово. Спасибо еще. Всех приветствуем, кто присоединился. Да, приветствую всех. Всем доброго субботнего утра. Влад, доброго субботнего дня, наверное. С разных часовых поясов, я так понимаю, люди участвуют в воркшопе. Сегодня тема воркшопа. Хотелось бы разобрать такую ситуацию, когда мы сталкиваемся с задачей, непонятной изначально для нас, когда мы не обладаем соответствующими компетенциями, то есть это либо какой-то новый стек, новые технологии. Вот. И самое важное, что и каких-то примеров реализации, их не так, чтобы много, их сложно найти. Вот. И, соответственно, само ИИ, с которым мы работаем, оно тоже слабо понимает, как ее решать, потому что оно все-таки обучено, оно берет информацию откуда-то извне, она обучена на каких-то данных, а когда нету прямого флоу, как это решать, вот, то есть приходится предпринимать какие-то обходные пути, действия, вот, как-то помогать ИИ. Ну, естественно, то, что с ИИ проще решать такие задачи непонятные. Вот. И это как минимум ассистент, который очень быстро анализирует и предлагает тебе решение. Но ему нужно подать, скормить правильную информацию. И, наверное, это вот основная тема сегодняшнего воркшопа. И отсюда такая вытекающая история, мой небольшой ресерч на тему, в принципе, того, как и именно курсор в данном случае ищет информацию в интернете. То есть я немного разобрался в этом и хотел бы эту полезную информацию передать сегодня. То есть, ну, такие задачи у нас часто возникают, когда, допустим, в рабочих моментах нужно доделать, переделать чей-то проект на стеке, который тебе доселе неизвестен, у тебя нет времени тратить месяца на изучение там, какого-то языка или библиотеки, вот, и тебе приходится очень быстро это решать. Либо это, что чаще, что как было в моем кейсе, это какой-то пэт-проект, когда надо... Есть какая-то идея интересная, в свободное время ты как разработчик хочешь чем-то позаниматься полезным для себя, допустим, изучить новую технологию, проверить свою идею. То есть такой интересный момент. И, собственно, на таком подобном кейсе, да, сегодня я буду показывать. Нужно точно дать минимальную предысторию. Говорю, сегодня я буду стараться избегать каких-то деталей, потому что время ограничено, и не все, наверное, смогут... Ну, то есть слишком много информации, и лучше что-то обходить, говорить в общих чертах, но чтобы была понятна суть проблемы и глубина этой проблемы. Так, у нас поднятая рука. Давайте, может, да, это пока... Андрей, да. Мне нужен запущенный курсор IDE или нет? Да нет. Я, скорее всего, буду просто даже минимально сегодня показывать окно курсора, только для демонстрации
решения, вот, и даже не буду промпты никакие запускать. Вот. То есть это такой у нас вебинар, делимся опытом и общаемся, да, тоже Да, я делимся обязательно. просто покажу некую такую ретроспективу, как я решал задачку, вот, интересно. Ну и сначала, да, какая была, собственно, задача. Мой знакомый, старый товарищ, он занимается арбитражом, попросил меня сделать ему софт расширение в помощь. Вот. Ну, кто такие арбитражники? Это люди, которые льют трафик платный или бесплатный. То есть они либо покупают где-то рекламу и переливают ее на свои партнерские ссылки, за счет чего получают бенефиты, да? Вот. Либо достают бесплатный трафик, что чаще, и также получают за это деньги, когда переводят его на свои партнерки. Вот. Конкретно он меня попросил сделать браузерное расширение для платформы Pinterest. Оттуда в последнее время, ну, многие арбитражники этим пользуются. Очень прибыльно получать бесплатный трафик за счет автоматизации, то, что у тебя есть там множество аккаунтов, где ты постишь чей-то контент. То есть ты как, ну, не то чтобы спамер, но вот, ты переиспользуешь его, перезаливаешь. И Pinterest, в принципе, не против этого, вот, но у него есть некие ограничения. То есть смысл в том, что он, если видит откровенный копипаст, он режет трафик. Или там может тебя в теневой бан отправить, ты об этом никогда не узнаешь. И у тебя показы упадут, вот, соответственно, и прибыль, переходы по ссылке. То есть, как и в любой платформе развлекательной, да, там TikTok, YouTube, у них стоят какие-то свои проверки на оригинальность контента. И если с контентом, который связан с картинками, все намного проще сделать оригинальнее, то с видео это сложная задачка достаточно. И он мне говорит то, что, мол, вообще такого продукта, который он хочет, нету на рынке. Вот. Может быть, тебе будет интересно поучаствовать. Мне было в первую очередь интересно поучаствовать. Я хотел, во-первых, конечно, разобраться с браузерными расширениями, потому что это не мой стек. Браузерные расширения не пишутся на JavaScript только, вот, то есть не на тех языках, которые я владею. И то есть эта задачка напрямую связана со стримингом, что, в принципе, очень полезно. Если ты начнешь в этом разбираться, то ты можешь очень интересные штуки делать, в том числе с использованием ИИ. Вот, и, собственно, поэтому я полез в эту историю. Вот, и, собственно, почему именно браузерное расширение? Потому что, то есть можно было бы это проще сделать скриптом там на питончике, какой-то софт сделать, но для браузерных расширений у платформ есть большее доверие именно к расширениям. То есть здесь же речь идет о том, что это какая-то автоматизированная штука, типа вот как Selenium на питоне, да, который будет автоматически выполнять какие-то действия. Вот. И это очень легко детектится, все эти скрипты площадками. Вот. А браузеры, они проверяют меньше, потому что браузерное расширение, оно априори безопаснее для пользователей. Оно уже верифицируется некими там манифестами, курсами браузера и не дает делать вообще там плохие какие-то вещи. Поэтому они как-то к этому относятся, смотрят сквозь пальцы на это. Вот. Это, собственно, к тому, почему я опять не имея стека, да, не имея понимания, как это работает, мне пришлось работать не в тех языках, которые я знаю, где я не имею экспертизы, где я вынужден в каких-то моментах доверять ИИшке, курсору, да. Вот. Тема интересная. Я думаю, что многие, да, примерно в таких условиях приступают к задачам с незнакомым стеком, когда возникает такая необходимость. Просто в том числе, Ага. я думаю, что это интересно и тем, кто не обладает навыками разработки, потому что картина очень похожая. Ну, к слову, я сделал это расширение, отдал, ну, такое MVP этого расширения, отдал этому моему товарищу, и параллельно, пока я делал, я его рассказал ему, что такое курсор. У него были минимальные знания программирования, то есть, ну, прошел какой-то курс питончика, да, то есть он не программист. Вот, ну,
какой-то старт у него был, и он подписался на курсор, и все, он уже сам в своем плавании дорабатывает это расширение. Вот, я уже даже 2 месяца, 3 месяца с ним не списывался, видимо, у него все работает, все хорошо, и слава богу. Да, Целая success story получается. да, это можно прям оформить как-то. Значит, само расширение, непосредственно что оно должно делать. Сейчас, наверное, я тогда уже для демонстрации пошарю экран, чтобы было наглядно, все видно. Закрываем окошки. Закрываем Telegram. Вот, ну, собственно, вот страница Pinterest, да. Я в поиске ввел там видео каких-то там видеопины, перешел на конкретный пин, и мы стартуем с этой страницы, что, ну, это само расширение должно стартовать с этой страницы. Даже, видите, у меня Delphin браузер, вот, чтобы не детектили мою IP-шку, вот, чтобы мою IP-шку не попало в какой-то черный список Pinterest, чтобы я мог что же посещать эту платформу. Поэтому я все тестировал на антидетекте браузера. Вот. Значит, можно, да, очень краткую справку. Delphin браузер – это антидетект браузер, ты сказал. Его можно использовать как раз для задач, чтобы тебя не записали в черный список, да? Да, у меня, получается, я использую, вот у меня там 2 профиля созданы, это 2 браузера Chrome, вот, открыты. Вот один из них, там Ян-2, да, открыт, и у меня здесь и бесплатное расширение с VPN. То есть я сейчас из Польши сижу для Pinterest. У меня, по-моему, даже здесь все на польском должно быть, или нет. Короче, иногда он мне польский язык выдает здесь. Да. Вот. Расширение должно запускаться с этой страницы. Вот мы сейчас... Оно должно захватывать основное видео, не видео, которые даются рядом. Вот, если я там наведу, они тоже начинают проигрываться. Это важный момент, потому что если... То есть как это выглядит, если мы откроем там консоль разработчика, это будет просто какой-то сплошной вывод, сплошная подача в HLS-потоке элементов этих всех видео. Но нам нужно именно выбрать это. Но это не особо проблема, это я сделал без каких-то библиотек, просто JavaScript. Но здесь какая ситуация, то есть... Ну, допустим, Pinterest, он берет вот это видео там с каких-то своих серверов, вот, и оно, допустим, оно выглядит на этом сервере как mp4 файл. mp4 файл это можно воспринимать как контейнер, который содержит частицы этого видео, то есть они здесь называются атомы. Атомы бывают 3 видов. Допустим, вот это видео 29 секунд, оно делится примерно по отрезкам, то есть с 1 по 5 секунды это 1 атом, это бинарный файл, атом с информацией с 1 по 5 секунды именно видеодорожки, отдельно от аудио, без аудио. Также с 1 по 5 секунды идет атом аудио, то есть без видео. И 3-й вид – это атомы с метаданными, то есть чтобы упорядочивать, то есть в них написано, в каком порядке должны идти эти атомы, ну и какая-то еще информация, не суть. Вот. И когда мы пытаемся выловить, спарсить эти видео, у нас идет, они подаются в HLS-потоке как бы в виде таких батчей, то есть у нас может в одном батче прилетать в группах, так, они сгруппированы, у нас может прилетать видео, атомы видео, допустим, с основного видео, там, 1, 2, 3, атом аудио там с этого видео, там, 1, 2, допустим, атомы видео вот этого, допустим, еще какие-нибудь частицы видео, да, то есть это все примерно так выглядит. Это сложно все как бы упорядочить и разобрать. И получается... Что у нас? То есть мы получаем вот эту неструктурированную подачу,
И первая задача хотя бы по айдишнику понять, что мы имеем дело именно с атомом нужного нам видео. Да, это я сделал. Вот, и потом как дальше может решаться эта задача. Извиняюсь, я еще самое основное не сказал, что должно делать это расширение. Оно должно не только скачивать это видео, оно должно его уникализировать. Собственно, суть всей задачи в том, что мы должны в результате работы расширения получить оригинальное видео. То есть оно для перезалива на эту платформу, Pinterest, площадка, да, она должна воспринимать как оригинальное видео. И у каждой платформы есть методики, как определять оригинальность видео. То есть и эти методики, они, конечно же, нигде не оглашены в интернете, да, то есть ты не можешь найти эту информацию, ты можешь только догадываться, как это происходит у конкретной платформы. Допустим, вот, к примеру, есть видео, да, и нам нужно сделать уникальным его видеохэш. Видеохэш – это именно сама картинка, вот именно дорожки видео без аудио, да. Что делает, как пример, то есть это один из способов, допустим, как может делать Pinterest. Они, допустим, берут вот это все, берут два видео, сопоставляют одно, которое у них в базе, да, хранится, второе, которое мы пытаемся залить, перезалить, и чтобы перезалить как оригинальное. Допустим, этих оба видео, они разбиваются на один... У них берутся стоп-кадры, каждую 5-ю секунду, допустим. Потом эти кадры сжимаются, делаются черно-белыми, то есть чтобы у тебя просто разрешение там типа 140 на 140 было, вот, и сравниваются. Ну, почему сжимаются, это понятно, чтобы это все быстрее происходило, чтобы тратить меньше мощностей, чтобы не оригинальная, да, картинку там 1900 там, на 1080, да, пикселей сравнивать. Вот, а более как бы дешевле делать все, эту проверку. Вот. Это один способ. Также может аудио проверяться, допустим. Да? Аудио обычно, ну, скажем так, мне, чтобы уникализировать это видео, чтобы сделать его оригинальным после того, как я скачал, мне нужно, чтобы я был точно уверен, что все сработает, и меня никак не определят потом это видео, да, в Пинтересте. Я нагуглил то, что мне нужно уникализировать, можно уникализировать в 5 слоях. Ну, получается, первый слой – это обязательно видеохэш, картинку саму, потом аудио. То есть туда можно, допустим, в аудио добавить белый шум, который не слышит человек при просмотре, да, но оно чуть-чуть меняет аудиодорожку, и все, она уже не детектится как копия. Вот. Потом уже более такие тонкие идут настройки, именно менять вот в контейнере непосредственно сами эти атомы, менять ну, их последовательность каким-то образом, переназывать их. Вот. Менять временные интервалы, но это уже сложно, я уже не буду вникать. Ну, и еще там 5-й, как бы, это изменить метаданные. Это проще всего, это ты просто текстовую информацию перебиваешь, да, вот этого MP4 контейнера. И, да, что должно происходить дальше, да, то есть я забираю вот этот HLS-поток с атомами, и с помощью уже библиотеки, какой-то JS, да, я создаю пустой MP4 контейнер, в который укладываю их по порядку, чтобы у меня... Это процедура скачивания, грубо говоря, видео. Вот. Но у меня задача еще стояла, то, что я должен на лету изменять вот эти вот хэши, вот эти вот слои. Вот. И как бы, когда я брался за эту задачу, я думал, ну, какое у меня было представление? Я думаю, ну, есть много расширений, которые скачивают видео, умеют скачивать видео. И также я могу, часто там заходил на площадки типа YouTube, и там наверняка многие видели, появляются иногда видео с какой-то полоской, допустим, или с каким-то дефектом. Ну, то есть оригинальное видео, на которое накладывают какой-то слой. И я подумал, что это все можно делать программно, скорее всего, изменять каким-то образом. Вот. И мне просто моя задача будет в том, чтобы скрестить этих две функциональности и получить продукт. Вот.
Но когда вам говорят то, что не могут найти на рынке какого-то решения, то здесь уже нужно насторожиться. Это должно было меня насторожить, потому что оказалось все очень-очень непросто. Так, и да, я начал с того, что я не сразу начал писать код с яишкой, да, я начал с какого-то минимального ресерча, как это можно делать. Также, конечно, когда ты это ищешь, ты пользуешься тем же там Perplexity, GPT, курсором, описываешь им проблемы, и они тебе дают какие-то варианты возможные. И вот здесь такой тонкий момент, что ты на этом этапе можешь пойти не в ту сторону и потерять много времени, что со мной и произошло. Потому что они пишут очень уверенно, говорят, что да, так можно сделать это при помощи той или иной там библиотеки, и все, давай действовать. Вот тебе даже там пример кода, там псевдокода какой-то привел. На это нельзя вестись. И в случаях, когда действительно нету ничего подобного примеров, нужно расспрашивать у яишки, дальше продолжать. А как это, то есть углубляться пока вот самому в суть проблемы. Изначально мне Perplexity или курсор написал то, что вот есть у тебя 3 варианта, как это делать. И первый вариант как раз-таки мы будем сегодня рассматривать. Спойлер, этот вариант не привел к успеху. Это был неверный путь. Я потратил очень много времени, но на этом варианте я понял вообще, в принципе, как работать над подобными задачами с курсором. То, что я, собственно, говорил изначально, в начале воркшопа, как ему правильно подавать информацию и как убеждаться, что он, в принципе, все понял, что ему делать. Первый вариант – это использование библиотеки mp4box, js.js, да. Там было несколько на выбор библиотек, и эта библиотека считалась как наиболее документированная, что ли, наиболее библиотека, которая имеет больше всего примеров в интернете, поэтому я выбрал ее. Второй вариант делать это таким образом, то, что ты скачиваешь MP4 себе на компьютер пользователя, да, и на нем уже установлен софт специальный, который умеет декодировать и кодировать видео, и попутно вносить в него какие-то изменения и делать это все программно. То есть ты ему записал скрипт, он у тебя работает. Я товарищу предложил этот вариант, он говорит, нет, давай ничего не будем устанавливать на компьютер пользователя, да, давай пытаться делать это все в расширении. Почему? Потому что у него будет запущено множество аккаунтов, и это все должно происходить в браузере. И они просто, если будут одновременно обращаться к непосредственно жесткому диску, где установлен этот софт, то есть там будет возникать еще больше проблем. Я говорю, окей. Начал писать код уже с яишкой, и на каком-то моменте я вижу то, что она не понимает, что делать, то есть я ловлю баг, прям на самом первом уровне, у меня даже уже ничего не получилось сформировать этот MP4 контейнер, просто скачать видео. Я полез смотреть код расширений, которые умеют это делать. Сейчас я продемонстрирую примерно, как он может выглядеть. То есть я скачал такое расширение, которое очень хорошо справляется с этой задачей. И мы берем там один из файлов, и видим 8000 строк только в одном файле, остальные файлы, где примерно имеют такое же количество строк. И, то есть, можете представить, что вообще здесь происходит. И, кстати, прикольная штука, то есть автор этого расширения, который прямо сел и поверил в себя, сделал это, я не знаю, сколько у него времени на это ушло, он переименовал свой код, нейминг там переменных всех, да, буквами, то есть чтобы, видимо, он хотел тогда защитить свое расширение, чтобы никто его не украл. Конечно, сейчас с курсором я могу восстановить это все очень легко и быстро. Мне не надо будет вручную сидеть, переименовывать, заниматься, думать, что означает какая переменная.
Ну, тем не менее, забавно мне. Я когда увидел это, я понял, что что-то, короче, не в ту степь я пошел. Я представил, что нужно мне сделать еще, чтобы еще и кроме скачивания, еще уникализировать это все. И я понял, что это вообще не тот путь. Но я уже ради интереса пошел дальше смотреть, вообще возможно ли это, и как это можно сделать с этой библиотекой. Вот. Так. Никита, а Никита, вот с можно этим уточнить, да? примером... Я тоже хотела уточнить. Давай, Алексей. Мгм. Ну да, мне сразу, да, понравилась идея пойти и посмотреть то, что работает. А это получается, что у любого расширения в браузере, да, ты можешь пойти и посмотреть исходный код, но вот он такой опустырованный, да? Да, это делается очень просто. Мы просто устанавливаем себе в браузер это расширение, это платное, бесплатное, неважно. И оно нам автоматически, его код сохраняется в local storage, в скрытую папку, ее просто надо найти. Вот. И Ну и ты найти просто... опять-таки с курсором, да, видимо? Нет, зачем? Я в Perplexity спрашивал путь, где обычно на Маке хранится такая информация. Вот. И обычно еще для продакшена весь код там каких-то расширений, да, вот, он, как называется, минимифицирован. То есть он, знаешь, написан в одну строку. И если просто берешь, скачиваешь библиотеку, которая по команде его делает в нормальном виде. Вот, то есть это все, что мне надо было проделывать. Сейчас Ну, я даже... алгоритм такой, да? Вот я хочу разработать расширение, ничего в этом не понимаю, но я как пользователь знаю, что это часть функций может выполнять вот это расширение, часть вот это, часть третья. Я их все установил, нашел их исходный код, натравил туда курсор и сказал, иди изучи, как там все это у них работает, выдерни мне вот этот и вот этот аспект, да? Да, я к этому вернусь позже. Собственно, это то, к чему я пришел, и это очень удобно. И я вот именно, когда уже буду рассказывать, как я решил эту проблему, да, я этому посвящу как раз-таки, как это все удобно делать. Ну, собственно, вот мы видим в одну строку вот этот код, когда скачиваем расширение. Вот. А на самом деле он выглядит вот так вот, да. И это просто очень фиксится, делается одной командой, имея библиотеку установленную. В общем, это не проблема. Мгм. Окей. А там еще, по-моему, у Влада был вопрос. Да? Вот здесь вот. Не, Руку вроде пока поднял. нету. Все? Ага. Мгм. Ну, тогда дальше двигаем. Да, вот. И в этот момент я понял то, что я у него спрашиваю, курсора, вот, а ты вообще там понимаешь, у тебя есть вся информация для решения этой задачи конкретно? Вот мы сейчас остановились на этом. Он говорит, нет, я не вижу примеров из решения, я предполагаю, и это у меня этот вопрос появился после того, как он один и тот же метод меняет 3 раза, на тесте приходит одно и то же ошибка, да, и он не понимает вообще, какие параметры передавать в этот метод. То есть я думаю, ну, как бы это странно, либо у меня заглючило, да, что-то он не забаговался, вот, либо проблема шире. Вот. И, ну, в этот момент я полез, посмотрел это расширение, понял, вот, и тогда я решил, каким способом действовать. Я попросил курсор составить список вопросов, которые ему неизвестны, по которым ему нужна какая-то детализация. Вот, то есть, и как я удивился, когда вот он, вопросы для реализации Соловьев 2.5. Первый свой это был метаданные, у него с этим вопросов не было. Там у меня в отдельном файле все описано, весь этот план решения этих слоев, но они как псевдокод написан без проверки. Вот, и он мне выдал такой вот огромный список вопросов. Я думаю, окей. Мне уже просто был спортивный интерес, я хотел посмотреть, возможно ли, в принципе, это сделать с помощью этой библиотеки. Дальше что я сделал? Дальше, как я это решал, я буду чуть позже объяснять. Сейчас я хотел бы вообще уже на этом этапе продемонстрировать, как он ищет информацию в сети, когда у него есть какой-то вопрос непонятный ему, да. Вот, я ему написал промпт, типа, я хочу посмотреть, как ты ищешь информацию, дал ему ссылочку на первый вопрос, на вот этот. Вот. Ну и говорю, поищи необходимую информацию в сети и постоянно комментируй, что ты делаешь, какие проблемы у тебя возникают, удается ли тебе просматривать те или иные ссылки, репозитории и так далее. Ну, вот это вот потом
Это пока не суть. То есть это я Это делал, очень интересно. Это прям я на вооружение возьму. да, это я делал, когда готовился к воркшопу, ну вот, и, собственно, на примере этой работы с ними я покажу, что он мне вообще рассказал интересно. Но мы сейчас не будем, в принципе, двигаться по флоу, то, что я ему задаю вопрос-ответ. Почему? Потому что он всегда отвечает по-разному, и нам просто сейчас много времени уйдет на то, чтобы вчитываться. То есть я специально подготовил файлик, где есть описание нашего разговора, и я буду идти по этому файлику и акцентировать внимание на каких-то интересных моментах. То есть я это уже подготовил, мы не будем выполнять запросы, переходим в другое окно. Да, вот это. Значит, что у меня, ну, вот здесь идентичный вопрос, да, он мне начал выдавать интересные вещи, которые можно почитать, его процесс поиска, вот Search Web, в раскрывающемся окне. То есть отсюда я выписывал всякие интересные штуки. Что он мне писал? Вот этот первый запрос, это не первый промпт, а первый запрос, вот он идет вот здесь, да, а потом второй запрос, там третий, четвертый, и как это все происходило, то есть как он описывал. Первый запрос вернул нерелевантные результаты, а Pinterest, да, уточняю запрос для поиска информации по M4 Box, то есть он выбрал 4 ссылки. GitHub непосредственно этой библиотеки, какую-то статью уникализация видеоосновы, почему-то Pinterest. Ну, в общем, результаты не очень релевантные, неудивительно, что он не нашел, но проблема немного в другом. Дальше пишет, я понимаю вашу задачу, к сожалению, в текущий момент я не имею возможности проводить реальный поиск в интернете и просматривать веб-сайты в реальном времени. Странно. Далее. Что это с ним случилось? Ну, понимаешь, он там ищет отмазы постоянно. То есть почему я не демонстрирую этот разговор онлайн на воркшопе, да, потому что он будет постоянно писать что-то новое, когда не может что-то сделать, и мы будем в этом копаться, разбираться. Поэтому я резюмировал это все. Дальше он пишет, результаты поиска, которые вы видите, были предоставлены вам до моего ответа системой. Я работаю только со статистической информацией, которая уже загружена. Интересно. Потом он пишет в своих ограничениях. Я не могу самостоятельно делать запросы в Google, GitHub или другие сервисы. Я не могу открывать ссылки и просматривать содержимое в реальном времени. Я не могу проверять репозитории, документацию на лету. Что я вижу в текущих результатах? GitHub репозитория по расширению для видео на ВК, что-то еще. И дальше он пишет мои рекомендации. Вы можете типа самостоятельно найти эти вопросы и пришлите мне, собственно, что вы нашли, а я вам напишу код. Окей. Второй запрос у него пошел, ну, вот здесь вот там ниже, то есть примерно то же самое. То есть он утыкается в одну проблему какую-то непонятную, которую я потом узнал, в чем проблема, да, дальше по тексту. То есть он здесь пробует там переформулировать запрос, короче, почему-то начинает искать канвас, непонятно, API-шку. Ладно, пишет, проблема с поиском. Я не могу напрямую искать в интернете, я могу только анализировать результаты, которые мне предоставляются. Результаты не полные и не специализированные. Третий запрос. Поиск, опять же, возвращает не те результаты. Прихожу к прямому просмотру через браузер. Вот, то есть это вот важный момент. Открываю GitHub, репозиторий MP4 Box. Давайте посмотрим на репу вот этой библиотеки MP4 Box. Так, она у меня открыта здесь. Вот, собственно, репозиторий включает readme, и, похоже, это вообще единственное, что он может видеть. То есть именно этот readme, который содержит такую основную информацию, неполную, да, точно не такую информацию, при которой можно решить какую-то узкую специализированную проблему. Да, что он пишет? Браузер. Так, открыл репозиторий MP4 Box, делаю снимок страницы. Вот раньше, когда он говорил про снимок, еще когда этим занимался, этим расширением, я думал, что снимок он делает непосредственно скриншот страницы.
и каким-то образом его дальше именно саму картинку обрабатывает. Но, как выяснилось, он даже вот привел пример, то есть как выглядит снимок страницы. Он выглядит в виде HTML-кода дома страницы, и по нему он уже итерируется дальше. То есть там было еще 3000 строк вот, на этой странице, поэтому, конечно, я это не стал помещать в этот файл, но он итерируется как-то по тегам и по ним ищет какое-то описание. Вот, допустим, ref, да, насколько я помню, это тег кнопки, чтобы перейти по какой-то ссылке на странице. Дальше пишет ищу ссылки на документацию, просматриваю readme, ищу упоминание о том, что у нас в вопросе на странице есть информация какая-то, ищу ссылку на вики ссылки нету, естественно, в readme. Поиск снова не дал результатов, ищу docs, чтобы перейти по документации. Короче, ничего у него не получилось, он пишет резюме поиска, что я сделал, открыл GitHub репозиторий через браузер MCP. Вот. То есть у него этот механизм, то есть у него получается, насколько я понимаю, есть какой-то встроенный браузер MCP, ну, через MCP по дефолту, который мы не видим в настройках. То есть через него он может что-то делать со страницами в интернете, что мы посмотрим дальше. Проблемы, с которыми я столкнулся. Поиск возвращал нерелевантные результаты, снапшот страницы. Вот снапшот, это имеется в виду как раз-таки HTML-код страницы. Слишком большой. То есть он сэкономил токены, когда увидел 3000 строк, вот, и решил даже не пытаться. Для ручного анализа удалось найти прямые ссылки на документацию. Так, да. Что удалось? Я открыл репозиторий MP4 Box, вижу, что в странице есть информация sample extraction и on samples, подтвердил, что репозиторий существует и доступен. Ну, вообще клево, спасибо, что ты узнал, что репозиторий существует. Далее. И дает, опять же, рекомендации для самостоятельного поиска. Типа какие-то ключевые слова, по которым можно мне самостоятельно найти, и дать ему информацию. Вывод, вот, и он говорит, что браузер MCP позволил открыть GitHub, но для детального анализа нужен ручной просмотр кода репозитория или более специфичные запросы. Окей. Потом в какой-то момент я не сохранил это сообщение, он упомянул о каком-то механизме своем внутреннем, да, который называется Potentially Relevant Web Search Results. Дальше я его буду называть potentially просто, потому что язык сломаешь каждый раз, выговаривая 4 этих слова. То есть, и я пришел к тому, что у него есть, вот, собственно, два инструмента. Этот potentially и вот этот MCP дефолтный браузер, который делает поиск. Непосредственно уже на странице. Я у него спросил про potentially, что это такое, чтобы он мне рассказал. Он говорит, я не знаю точно детали реализации, что вижу. В контексте появляется секция potentially, видимо, при моем промпте, да, когда ты запускаешь промпт с поиском в сети, да, там указано URL и содержимое страниц. Я анализирую предоставленный контент, что я не знаю, кто и когда запускает поиск, какие запросы используются, как выбираются страницы, как часто это происходит. Это внутренний механизм системы, детали мне недоступны. Я, раз ему детали недоступны, пошел в Perplexity. Вот, значит, тот момент, когда уже надо отчаяться, да? Ничего не удалось. Нет, это был очень забавный, интересный разговор, но я просто немного его сокращаю, чтобы донести суть, вот, потому что там было таких много нюансов. Вот, и что самое интересное, эти нюансы постоянно менялись. То есть я пытался, когда сначала я поресерчил эту тему, а потом я уже готовился к воркшопу, и в другом окне, точнее, сначала открыл другой чат в этом окне и задавал эти вопросы. Вот, те же самые вопросы. И он давал другие результаты. И он уже видел историю предыдущего чата. Опять же, это тут разговор нашему о том, что у них есть коммуникация между чатами, что-то записывается. Вот. И выдача была совершенно другая. И
Мне пришлось вообще заводить новое окно и клонировать, то есть не репозиторий, а вот сам проект просто в отдельную папку, чтобы вообще стереть его память, чтобы он вообще начал работать на другой директории, и там у него не было никакой информации, чтобы информация подавалась мне достоверно во второй раз. Вот. Ну, собственно, что рассказывает Perplexity про этот potentially. Он говорит, это функция курсор AI, которая автоматически подтягивает релевантные результаты поиска из интернета прямо в чат. Когда AI понимает, что твоему запросу нужна свежая внешняя информация. Как это работает? Курсор анализирует твой промпт в чате, и если видит потребность в веб-данных, например, там какие-то последние обновления React, еще что-то, да, вот, он автоматически запускает поиск через встроенный поисковик. Тоже, опять же, появляется какая-то сущность. То есть, может быть, это MCP-браузер, так называется. Может быть, это какое-то название Potentially, да, ну, не суть. Главное, как это работает. Показывает Potentially блок с 3-5 снипнетами, ссылками сверху чата. AI интегрирует эту инфу в ответ, цитируя источники. Вот. Дальше я уже пошел изучать, что за MCP-браузер у курсора, то есть что он умеет, спрашивал непосредственно у курсора. Вот что он мне ответил, какие, в принципе, возможности у него есть. Что я умею делать через браузер MCP. Доступные инструменты. Навигация. Открыть URL назад. Просмотр страницы. Снимок доступности. Не скриншот, а структура элементов, да, то есть HTML-код. Ну и тоже какой-то такой же метод взаимодействия. То есть, оказывается, в этот MCP у него заложено взаимодействие со страницей. То есть команда браузер клик по элементу, то есть переход. По идее, этот переход, он должен работать, переход по ссылке. Если он видит на странице какую-то ссылку, которая ему интересна, он должен по ней переходить. Почему он этого не делает, это уже большой вопрос. Вот. Даже есть браузер type, вот текста, то есть он может заполнить какое-то поле наведения курсора, да, мышки, я так понимаю. Вот. Здесь ожидание, появление, исчезновение текста или времени. Ну, в общем, заявлено то, что он умеет делать все, чтобы ходить, скрапить страницы каких-то сайтов, да, но почему-то он этого не делает по факту. Вот. Какие ограничения, он пишет, у его взаимодействия есть? Говорит, нет прямого инструмента скроллинга, ну, как бы, я так понимаю, это колесико мышки, то есть он при помощи клавиш типа page down или короче, он пишет, что это не гарантирует загрузку всего контента. То есть если, видимо, страница слишком длинная для прокрутки, возможно, у него сложности возникают. Далее. Динамический контент, естественно, он не может подгружать. Там обходить капчи защиты. Так, как я получаю полное содержимое страницы? Вот. И дальше он пишет, как я получаю полное содержимое страницы, открываю браузер, Navigate, делаю снапшот, получаю структуру элементов, но не весь текст. Если нужно больше контента, прокручиваю через вот этот page down, row down, делаю новый снапшот и повторяю при необходимости. Но, видимо, то есть почему он может в каких-то случаях не делать, как я понимаю это? То есть он, опять же, оценивает важность задачи, важность непосредственно просмотра данного URL, вот, если, по его мнению, на нем нужна информация, и, видимо, у него стоит какие-то лимиты на каждый запрос подобный, где он просто в какой-то момент начинает экономить токены и, допустим, переходит к следующей ссылке для просмотра. Я думаю, что, скорее всего, проблема может быть в этом. Вот. Он пишет, проблема, снапшот показывает структуру элементов, но не гарантирует полный текст длиной страницы. Никит, вот позволишь, что у Алексея поднята рука? Ага. Спасибо. Да, я просто тоже браузером пользуюсь довольно активно. Согласен, что штука сложно контролируемая, но хотел бы добавить, да, что на самом деле браузер можно показать
в интерфейсе курсора, и ты увидишь вообще, как он взаимодействует со страницей, куда скроллит, куда кликает, и там становится более понятная картина, да, почему у него не получается в тех или иных моментах. То, что ты сказал с аутентификацией с капчей, ему можно помогать. Ну, то есть ты попросил его открыть в браузере или сам ему открыл страницу в браузере, и когда он споткнулся там на капче, ты можешь ее ввести, там аутентифицироваться, что-нибудь еще сделать, со страницей взаимодействовать, сказать, я сделал там для тебя, иди дальше, подхвати, работай. А что касается, почему не получается, по моему опыту, чаще всего это какая-то эзотерическая верстка, как-то нестандартно что-то сделано, ну и, конечно, да, там курсор иногда ведет себя непредсказуемо. Ну, тут либо ты пытаешься дальше его заставить сделать так, как нужно, либо переходишь к другому источнику. Но браузер очень мощный инструмент, хочу сказать. Ну да, я видел, то есть не всегда, но периодически он открывает прямо окошко, вот, и иногда даже я видел, как он прокручивает. Но вот я не знал действительно, что ему можно помогать, то есть проходить капчи или что-то такое. Я вообще убедился, что он может прокручивать страницу следующим образом. Там где-то у меня должен быть открыт форум, по-моему, здесь, да. Ну, форум по теме, да, и я прокрутил в самый низ страницу форума и попросил его, додал ему ссылку в чате и попросил сказать, что написал пользователь там, Карл Кази 10 21 сентября 2016 года, и он мне выдал этот текст. То есть он смог крутить вниз и найти эту информацию. То есть я как бы для себя я это доказал. Вот, то, что он умеет это, хотя бы это делать. Можно еще, Влад, Лука? Ага. Владислав? Да, кстати, давай пропала. Но я хотел сказать то, что проблема того, что курсор в браузере что-то может не найти, вероятнее всего связана не с версткой, как бы так сказать, технически больше, а с, ну, во-первых, если это страница SPA, динамическим контентом, когда у нас все собирается на стороне клиента, то да, тут могут быть проблемы. Второе, вот ты говорил про длинные списки. Да, некоторые приложения имеют так называемые динамические листы, которые выгружаются из дом дерева. То есть в дом дереве отображается только то, что видит действительно пользователь. И, в принципе, такой курсор, он же ищет по тексту. Если в тексте есть что-то, то он это обязательно найдет. Вопрос как раз-таки вот в том, что этого текста может не быть, потому что дом может быть пустой. Он, вероятнее всего, просто смотрит в дом. Вот, то есть это... И, Влад, извини, я поправлю. Он работает уже с тем кодом, который получился в результате рендеринга браузером. То есть со SPA он тоже работает. Ну, значит, тогда вот проблема как раз-таки в оптимизации всяких разных, потому что какой-нибудь длинный список ты не сможешь его отобразить на одной странице, так как у тебя тупо пользовательский опыт пострадает очень сильно. Так что вот в этом, наверное, и являются ключевые проблемы. А все остальное, мне кажется, это уже просто связано с размером, потому что страницы большие, действительно, которые загружаются. Для отображения они маленькие, но для контекста они могут быть слишком большие. HTML он такой как проблему в этом. Вот я как раз написал, да. Вот это, да, моя рабочая гипотеза тоже. Что-нибудь бы с этим бы сделать, да. Ну, да, и здесь мы как раз подходим к этой проблеме, то, что большая страница, то есть ему в этом же запросе к этой странице, чтобы дальше провалиться вглубь, допустим, этого сайта, ну, явный пример, там, Stack Overflow, у тебя не все описано обычно, не вся полезная информация дается в ответах пользователей, да, они часто скидывают ссылки на какие-то полезные ресурсы, вот, и получается, если ты как человек будешь просматривать эту тему, проблему, да, на Stack Overflow, ты пойдешь по этим ссылкам, а у него все уже заканчивается какой-то лимит, и он говорит, нет, я дальше не пойду. И он не делает перехода дальше, вот, как показывает практика. Так, все, с вопросами закончили, дальше могу? Могу. Давай, погнали. Да,
Вывод. Potentially автоматический механизм, детали реализации мне неизвестны. Браузер MCP позволяет навигировать, взаимодействовать, но скроллинг ограничен. Окей. Потом я у него спрашиваю вообще, а как ты решаешь, какой механизм использовать? То есть либо potentially контекст твой, да, который тебе непонятно кто дает, либо ты, то есть скорее даже в какой момент ты начинаешь использовать встроенный браузер. Вот. На что он мне отвечает? Как я решаю? Не выбираю это автоматически, то есть potentially это автоматический механизм, появляется в контексте, да, использую, если контекст уже предоставлен. Браузер MCP использую, когда нужно дополнительную какую-то информацию, я так понимаю. То есть сначала верхнеуровнево идет какой-то контекст по вопросу, если нет, то он тратит мощности уже на MCP. И да, и здесь как бы переходим вообще уже, ну, мы поняли проблему, давайте подрезюмируем, собственно, ее уже сейчас описали, то, что он не умеет проваливаться вглубь страницы, и как это вообще можно решать. То есть это уже следующий пункт нашего воркшопа. Я решал ее по-своему, я это объясню чуть позже, но вот сейчас, когда я готовился к воркшопу, я посмотрел, как можно ему помогать. То есть, ну, очевидно, это подгрузить какой-то MCP, которая умеет ходить и делать скрапинг по сайтам, да, умеет делать поиск, то есть что-то типа Perplexity. Я думал, ну, для того, чтобы тебе подключить MCP, тебе нужно получить API, да, ключ. Вот. У Perplexity он платный, я не стал заморачиваться, покупать. Я просто использовал другой ресурс, он бесплатный, то есть там дается, по-моему, что-то около 500 запросов в месяц по API-ключу, и, собственно, на его примере я решил демонстрировать этот процесс на воркшопе. Этот инструмент называется FileCrawl. Сейчас, где он у меня был, то есть мы подключаем API, получаем ключ бесплатно и подключаем его к курсору. Вот у нас есть также личный кабинет, как у курсора, где там расходы. Вот у меня был там 11 кредитов из 500 я использовал на 2-3 поисковых запроса. Для тех, кто не знаком с MCP, как подключать, коротенько пробегусь. То есть у нас есть в настройках курсора вкладка MCP. Мы можем нажать плюсик и добавить сюда в декларативном формате код с полученным ключом. Вот. Ключ бесплатный, поэтому я могу его демонстрировать, и мне он особо не нужен. Так что, кто хочет, используйте. Ну, вообще проще получить себе такой же ключ. Вот. И получается, у нас есть во вкладке конкретного MCP, который мы подключили, методы, которые он может использовать. То есть их можно раскрыть окошко и посмотреть здесь. То есть вот здесь есть скрапинг, здесь есть поиск, вот, что-то описывается, как это работает. В общем, это все очень просто. И далее я решил уже при помощи FileCrawl сделать те же запросы и посмотреть, какая будет разница. Чтобы использовать MCP именно в промпте, да, достаточно просто написать там «используй FileCrawl» в этом поисковом запросе. У тебя он там есть в MCP, да, грубо говоря. Вот. И да, действительно, этот буст помог. Вот. Так, что у нас? Использую информацию через поиск, получить полный текст. Да, здесь он описывает преимущества. Да, он провел хороший поиск, нашел всю информацию, которая мне нужна была, и я его попросил сравнить его дефолтный MCP браузер и использование FileCrawl. Вот. Он написал достоинства, то есть пишет, что когда ты используешь это MCP, есть поиск по запросам, вот,
у MCP браузера нет встроенного, ну, дефолтного браузера нет встроенного поиска, нужен конкретный URL. Как бы это важно. Дальше будет в моем повествовании. Также он говорит то, что снапшот показывает структуру не весь текст, скроллинг ограничен. Здесь же скрипт возвращает полный текст страницы в Markdown HTML режиме, что очень удобно, и если он действительно получает Markdown, то, мне кажется, это очень хорошо будет экономить токены на прочтение этой информации курсором. Динамический контент также он может подгружать. Так, множественные страницы. Вот MCP, дефолтный браузер, говорит, то, что нужно открывать каждую страницу отдельно, а Firecrawl каким-то образом делает маппинг, то есть маппит множество страниц и может как-то, видимо, может параллельно их обрабатывать. Не знаю. Так, что здесь еще интересного написал? Ну, в общем, уже остальные как бы вещи не особо важны в данном исследований. Ну да, и сравнительные таблицы, конечно, через Firecrawl чуть подольше поиск, но он делает больше, умеет делать больше. Вот, ну вот я выписал, как он делал поиск по тому же вопросу с помощью Firecrawl. Вот, он пишет, то есть я сначала перешел на страничку GitHub, получил структуру репозитория, то есть он увидел папки, то есть директории внутренние, readme тот же увидел, да, то есть почитал readme, ничего там не нашел, пошел в папку CRC, то есть провалился глубже. Дальше, по-моему, он провалился в boxes, и вот здесь уже даже по названиям файлам понятно, что он что-то уже набрал на то, что ему нужно при этом вопросе. Да, вот он описывает результат список файлов, включая одноименные, да, которые нам нужны из CTS. И я так понял, он просмотрел файлы, то есть исходные файлы с методами. Да, он увидел метод parse, метод write, и, соответственно, с помощью этого MCP он решил задачку, поставленную изначально. И также потом я его вообще попросил... ну, то есть вот здесь я ему скинул конкретно GitHub страницу при этом поиске. Потом я его попросил с помощью Firecrawl сделать поиск вообще по всему вопросу, то есть который у нас звучал там questions, да, вот этому запросу. И здесь он также показал хорошие результаты, то есть он зашел на Stack Overflow, что-то узнал там какую-то информацию, потом переход по ссылкам, еще по каким-то ссылкам прошелся, и вот здесь он еще больше дал информации, какие-то настройки, какие-то примеры использования. Ну, в общем, можно подрезюмировать, что Firecrawl при помощи этого MCP он справился очень круто. Вот, это первый вариант, собственно, как можно помогать курсору искать какие-то такие проблемы неясные в сети. Но тогда, когда я выполнял эту задачу, я пошел немного другим путем. Вот. И давайте, может, сделаем паузу небольшую. Может, есть вопросы, потому что уже следующий пункт повествования я буду показывать, как я это делал. Спасибо, да, Влад. Да, ну такой небольшой офф-топ. Мне вот сейчас, пока обсуждали браузер, мне пришла в голову идея, что можно было бы, так как по факту страница большая, по большей части то, что у нас выдается в HTML страницы, половина из этого это верстка и всякие стили, классы, атрибуты и так далее, которые, в принципе, можно было бы на самом деле каким-то предварительным инструментом удалить, то есть перевести в даже обычный текст, то есть убрать всю верстку, оставить только сам контент, потому что, я не думаю, что отсутствие верстки как-то сильно сломает логику языковой модели. Либо перевести в какой-то формат более простой, например, Markdown. оставить тот же самый HTML. Кстати, да, к примеру, Markdown, либо
Ну, кстати, да, хороший вариант Ну, Markdown. я понял То этот есть, вопрос, я просто перебью, потому что я хотел это объяснить чуть позже, но это не офф-топ, это как раз-таки очень крутое решение такой проблемы. Я даже продемонстрирую, как я столкнулся, супер. как я решал эту проблему. Тогда я просто хотел в конце, давай я сейчас покажу. Мгм. То Окей, есть, хорошо. да, в какой-то момент я попал на такую библиотеку, где даже я при помощи Perplexity не мог найти нужный мне метод. Сейчас, так, где у меня страничка? Вот, то есть какая-то библиотека, сайт которой верстан таким образом, то, что мы получаем древовидную структуру. Вот. И Perplexity, он не смог по ней провалиться настолько глубоко, чтобы найти мне нужный метод, который мне требовался непосредственно какой-то локальной задачке, когда я ее решал. То есть, ну, допустим, у тебя метод, они обычно называются говорящими названиями метода, да, то есть ты, в принципе, по названию можешь понять, что он делает, и, скорее всего, он тебе нужен. Или ты можешь выбрать какой-то пул методов, которые, возможно, тебе могут помочь. И я тогда чесал голову, думал, каким образом мне обойти эту проблемку, потому что я сам не мог... то есть здесь... Спойлер, здесь 900 методов оригинальных в этой библиотеке. Что я сделал? Я Perplexity попросил, как раз-то, как ты говоришь, найти команду, которая мне в директорию на жесткий диск спарсит все содержание, каждую страницу сайта. Вот. И каждый файл назывался URL. Вот. То есть, а в URL находится имя непосредственно самого файла, самого метода, которому посвящена эта страничка. Вот. Я открыл, посмотрел, ну и, понятно, мне спарсилось в HTML-коде. И я пошел опять в Perplexity и спросил, а есть ли какая-нибудь библиотека, которая выделяет из HTML-кода основное и переводит его в Markdown. То есть очищает как раз вот эти все теги, спаны и тому подобное. Вот. И да, есть такая, оказывается, библиотека, и не одна. И, собственно, одной командой я перевел все этих 900 файлов, ну, там, подождал 2 минуты, пока оно все обрабатывалось. И у меня получилось 900 файлов в формате Markdown с названием метода. И уже вот эту папку я скормил курсору и попросил его найти, ну, объяснил ему всю ситуацию, да, и попросил найти нужные ему методы, в которых, ну, нужные файлы с нужными методами, да, в которых будет описано, там, что принимает метод, да, что отдает. И тогда как бы мы решили эту маленькую локальную проблемку, которую мы никак не могли решить, потому что, ну, не было документации нормальной. Вот. И никто не мог, ни Perplexity, ни, естественно, курсор не мог провалиться вглубь этого дерева. Надеюсь, я ответил на вопрос. Вот. Да, спасибо. Ну, извиняюсь, что перебиваю. На самом деле прикольно, я даже не знал, что есть. Ну, стоит попробовать, потому что частенько попадаются большие библиотеки или большой API, каких-нибудь там, как ты говоришь, 900 методов, и его даже глазами иногда очень сложно весь просмотреть. Вообще сейчас сделано, мне кажется, столько всего, просто на любой случай жизни. И очень хорошо, когда ты пользуешься ИИшкой, когда ты можешь спросить, а не искать это все в интернетах, да. Вот. И я, собственно, всегда, когда у меня какой-то затык возникает, я уверен, что уже было найдено решение такое, ну, кому-то это понадобилось. И таким способом я эту проблему решил там, за минут 10. Вот. Хотя пробовал поиском обычным решить там, с полчаса, который не давал результата. Ладно. Ну и, собственно, переходим к тому, как я решал тогда эту проблему, какие методы, какие способы я использовал. Потому что даже, мне кажется, при использовании Firecrawl, как мы только что убедились, не всегда, ну или при Perplexity не всегда возможно гарантировать успех. Я взял этот список вопросов. Каждый вопрос я бывало пачками, если я вижу, что вопросы похожи, они примерно из одного контекста, да, я их копировал, шел в окошко бесплатного Perplexity, про поиск не нужен. Вот.
И я его просил, что я просил сделать. Сейчас у меня где-то промпт был. Где-то был промпт. Ну, что-то около того. То есть я сначала вводил в курс дела Perplexity, то, что я там разрабатываю такое-то расширение, и у меня возник вопрос: предоставь мне ссылки, чтобы я мог по ним пройти, потому что он может ответить просто без ссылок. Ну, он мне выдавал там штук 5, может, ссылок по какому-то вопросу. Я на каждую из них заходил, смотрел, действительно, есть там релевантная информация какая-то, которая мне нужна, потому что, опять же, можно напороться на то, что, как я рассказывал про Stack Overflow, ты зашел, там вроде бы эта тема поднята, а потом тебе какой-то комментатор на Stack Overflow скидывает просто ссылку на какую-нибудь статью или репозиторий, где эта проблема решается. И если не использовать вот MCP типа FarCrow или Perplexity, то он и не проваливается внутрь, то есть не пойдет дальше искать по этой ссылке. А без этой ссылки, то есть проблема не решается. Ну, там просто текст написали, что окей, вот там делают что-то похожее. И кто-то задавал там вопрос на Stack Overflow, допустим, он такой пошел по этой ссылке и все, отметил это как вопрос решенный. А курсор об этом не узнает. Он просто пойдет искать дальше, как мы убедились. Вот. Да, я получал там список ссылок и по ним уже проходил. И потом я акцентировал внимание на том, когда он говорил, что MCP стандартный вот браузер, который вшит в курсор, он умеет работать непосредственно, когда ты ему кидаешь один URL и просишь именно непосредственно в чате его изучить, и тогда он работает лучше, чем ты ему скидываешь поисковый запрос. Вот. И я по отдельности ему закидывал каждый URL, или пачками, допустим, даже закидывал, и просил выписать в отдельный файл, или, допустим, дополнить этот файл, да, под вопросом написать ответ вот, на вопрос. И так это, в принципе, начинало уже работать. Ну, здесь там тоже были моменты, то, что если ему скидываешь там 5 ссылок, он, бывает, махлюет и, типа, проходит по первой ссылке, для себя говорит, что, мол, да, я все нашел информацию, какую-то поверхностную информацию по первой ссылке он нашел, дальше не идет. И я ему специально дописывал, что, мол, пройди по всем ссылкам, я за тобой слежу, я наблюдаю, я вижу, что ты в чате, что у тебя происходит, да, то есть я не думаю обмануть меня. Вот, и тогда он шел, изучал все ссылки, тратил токены, но это все очень легко делается в авторежиме, и это почти бесплатно, поэтому я здесь особо не экономил. Второй метод, который даже намного, я бы сказал, результативнее, который себя проявляет, это ходить по репозиториям непосредственно и засмотреть, что у них делается, что у них делается что-то похожее, допустим, да, вот, и клонировать себе эти репозитории. Вот, либо расширение. Это еще лучше, когда какое-то расширение умеет делать, ты знаешь точно, что оно умеет делать что-то, вот, ты себе его клонируешь в папку проекта. Вот у меня здесь в какой-то момент было там около 20 чьих-то проектов. Сейчас просто там какой-то момент почистил, поудалял ненужное. Но я работал каким образом? То есть у меня возникал какой-то вопрос, и я, допустим, знаю то, что вот это там расширение, оно умеет решать его. И я прям курсор просил, посмотри, как это делается в этом расширении, и тогда и запиши это, опять же, как ответ на этот вопрос по файлу определенный. И да, это все было, конечно, очень долго, но, тем не менее, по-другому я на тот момент не мог решить эту проблему. Вот. Возможно, если бы я проплатил Perplexity и подключил его, тогда это было бы быстрее, но тоже не гарантированно, потому что случаются какие-то непредвиденные проблемки. Вот. К слову, в принципе, как он работает, тоже еще один кейс с работы курсора с кодом HTML-страницы, с домом. Вот. Я вдруг осознал, что парсинг стал нам очень удобный. Я думаю, много из присутствующих, кто был на проекте Экодомен, вот, и все помнят, как это было больно парсить разные сайты, потом поддерживать их стабильность,
когда меняется какая-то верстка, вот, какие-то элементы в коде страницы. То есть сейчас бы это выглядело очень просто. Это я также убедился на работе с расширением Pinterest. То есть можно просто взять, открыть, где у нас код страницы, перевести его в более-менее читабельный формат, там beauty HTML, допустим, вот, сохранить в файлике в проекте и скормить его курсору, попросив его найти, допустим, там спарсить какую-нибудь статистику с этого сайта. Ну, да, конкретно в моей задачке мне нужно было достать аналитику по пинам с Pinterest, и он написал рабочий сразу же с первого раза скрипт, который доставал мне все нужное. То есть, вот. Собственно, таким образом я решал эту задачу. И в конце, да, я не помню, я сказал то, что я расскажу про третий способ, собственно, способ, которым мне удалось решить эту задачку. Вот, сейчас я про него и расскажу. Ну, потому что если есть еще какие-то вопросы, Да, там задавайте у еще. Влада как раз рука. Влад? Да, ну тут еще и у Лёшка, и у Андрея. Я что хотел добавить по поводу, вот, кстати, того же самого Stack Overflow. Мне кажется, с ним есть еще и другая проблема, в том, что на Stack Overflow каждый комментарий, каждая попытка решения проблемы, она противоречит предыдущему какому-то комментарию. И это, мне кажется, тоже создает некий диссонанс внутри нейронки, типа, вот здесь человек написал так, другой написал, что нет, так не будет работать, или еще что-то. А касаемо... Еще был какой-то момент, я про него забыл. Касаемо парсингов, ну, на самом деле, да, парсинг – это проблема проектов, которые занимаются парсингом, это постоянная их актуализация, здесь ты прав. И вот это было бы интересно еще бы посмотреть, как парсить не только с точки зрения ресерча, а как, например, это делает экодомен. То есть экодомен в продакшн-реди режиме ходит по разным сайтам, собирает с них информацию, ну, то есть агрегатор по большей части. Вот было бы интересно посмотреть, как можно нейронку натравливать на это и в случае чего реагировать, если что-то было изменено и так далее. Ну да, я тоже об Всё. этом думал. Интересный вопрос, но у меня нет ответа. Я об этом размышлял, когда я готовился к воркшопу, как бы это автоматизировать все. Ну, то есть тебе в любом случае нужно какие-то алерты получать, если что-то изменяется, вот, чтобы у тебя нейронка автоматически реагировала на это. Ну, как-то так, наверное, это может решаться. Вот. Андрей, ты следующий? Да, у меня короткое. Во-первых, я согласен с Владиславом по поводу Stack Overflow. Действительно так, там все вперемешку, из-за этого проект путается. Но касательно вот этого парсинга документации, это чисто субъективное мнение, но исходя из того, что у Perplexity под капотом Sonnet, это достаточно мощная модель, мне кажется, что если ей составить правильный промпт и правильно настроить space, и, может быть, дать какие-то вводные относительно того, что мы собираемся парсить, можно этот результат получить сразу как бы из коробки. То есть, на мой взгляд, Perplexity очень мощный инструмент, и его многие склонны недооценивать. Ну вот, извините, что так. Ну да, согласен. Это надо Мгм. пробовать. Вот, я, к сожалению, не подготовил такое исследование. Вот. И у него же есть, наверное, про режимы, в котором он может довольно... Ну, я так понимаю, обычно, как правило, про режим он тебе все-таки дает больше мощности, больше контекст. И, соответственно, как мы уже определили, возможность при поиске проваливаться вглубь. И, конечно, возможно, это сработало в данном случае. Вот. Но тогда я что-то пошел другим путем и сделал как-то это все колхозно, проще. Ну и, кстати, по поводу Stack Overflow, я что-то новости видел, то, что он прям стремительно в последнее время загибается, ну, в плане посещений, потому что у нас уже все-таки есть инструменты генеративные, да, все больше разработчиков пользуются Perplexity, какими-то такими методами поиска информации, что намного удобнее. И вот такая площадка, к сожалению, как Stack Overflow, мне кажется, уже заканчивает свое существование.
Вот. Да, если это все вопросы, то я расскажу, А как была я... еще у Алексея рука, я не знаю, Алексей, ты ее снял, нет? Давайте, может быть, в конце тогда, да? Вот когда Никита закончит с повествованием. Окей, добро. получается. Да, и существовал третий способ, который, когда я на первых шагах ресерчил эту всю тему с яишкой, она мне посоветовала третий способ как самый последний, самый такой, ну, типа, никудышный. Но в итоге он и сработал. Он, возможно, не такой там элегантный, как при помощи специализированной библиотеки MB4 Box все делать на лету, вот, но он оказался рабочим. То есть получается, как это работает? Я нашел плеер, который можно встроить непосредственно в само расширение. Таких плееров я нашел 3-4, но единственный из них называется, по-моему, HLS плеер. Он умел делать две основных вещи. Первое – это проигрывать видео в расширении, то есть как-то примерно могло бы выглядеть. Сейчас я попробую подгрузить свое расширение. Не факт, что оно у меня заработает, потому что там, ну, возможно, какая-нибудь действительно там верстка или что-то поменялось. Вот, кстати, у меня вот это была 5-я версия, да, то есть столько я всего перепробовал, вот столько версий у меня было. Ну да, и здесь, наверное, у кого-то возникнет вопрос, а почему ты вот это версионирование все не делал через GitHub? А потому что я как раз-таки, когда работал с новой версией, я часто курсору просил пойти в старую версию, да, и посмотреть, сказать ему, посмотри, как там это работает, потому что я сейчас это все сломал. Вот, поэтому у меня в папке проекта было там с десяток версий. Так, подключим. Вот. Перезагрузим страницу. Вот, подгрузилось мое расширение. Понятно. Вот. И при поиске «Начать» здесь загружалось основное видео со страницы. Сейчас нажмем. Да, вот так вот это выглядело. И оно автоматически начинало проигрываться. То есть минус этого способа был в том, что чтобы тебе скачать это видео, тебе нужно 29 секунд подождать, пока оно прогрузится. Ну, благо то, что в Pinterest они все эти видео, они короткие, это шортсы, да, то есть они там, ну, не больше минуты точно. То есть такой формат площадки. Что происходило в этот момент? Получается, самая загвоздка, то, что вот этот HLS-проигрыватель, который проигрывает здесь видео, он отдает видео в формате HLS, то есть это ты его можешь скачать как же он называется, формат веб или как-то так, вылетело из головы, не помню как, то есть это будет не MP4, и тот формат, в котором производит этот плеер, он, если ты скачаешь, его невозможно залить на Pinterest, ну, вообще куда-либо. Ну, ты про M38U манифест, да, который ссылается на отдельные чанки, да, и плееры. Да, но я не помню, как формат непосредственно называется видео, то ли веб, то ли... .m. Как? .webm. Это стандарт, разработанный для как раз-таки вроде бы Гуглом, для работы в браузерах. И это не только видео, это еще и изображение. Ну, под изображение там другое расширение, но, в принципе, такая же история. Что специально созданный формат для работы в браузерах с учетом... Ну да, скорее всего так, я уж просто не помню. Ну, в стриминг-сервисах обычно, да, действительно, контент бьется на чанки, шифрованные либо не шифрованные. Если они шифрованные, то без ключа с ними ничего не сделаешь, да? Если не шифрованные, то это такие TS, обычно чанки. Вот как раз, если мы говорим про формат HLS, которые объединены манифестом, если ты даже его как-то скачаешь, вот этот набор файлов, у тебя ляжет вот эта вот большая куча несколько секундных отрезков видео, да, и что с ними делать. Вот, и граберы, когда делают, да, они вот эти вот чанки объединяют как-то на лету и дают тебе один большой файлик, сшивают его. Про это речь, возможно. Да, все так и есть. Ты объяснил лучше меня, спасибо.
Я уже просто, у меня рот пересох, я уже всю воду выпил. Понимаю, говорить долго трудно. Мне было бы сложно. Если что, говори. Да. И второе, что умеет, кроме самого непосредственного воспроизведения, делать этот плеер, в отличие от других, ему можно программно задавать скорость воспроизведения. То есть, сейчас у меня стоит 1.0, видимо, в той версии расширения я просто тестировал на скорости 1x. Ну, а вообще ты просто меняешь скорость, допустим, на 0,99 или 1,01, и это выполняет все этих 5 шагов уникализации. То есть, понимаете, да, как я объяснял изначально, Pinterest берет 2 видео оригинальное из базы данных и твое видео, сравнивает, то есть в конкретных секундах, да, то есть вот эти стоп-кадры, да, они будут разные, потому что чуть-чуть оно подвинулось. И также со всеми слоями происходит. Но вся проблема в том, что вот ты получаешь это видео в формате веб, и вот эту проблему надо было решить. И я просто использовал такую штуку, как медиарекордер, который, кроме того, что, то есть это получается штука, которая и ведет запись, захватывает с экрана что-то. То есть ты можешь программно задать, какое окно именно ты хочешь захватывать. То есть ты можешь захватывать весь там браузер, какое-то конкретное видео на этой странице, либо то, что у тебя происходит в расширении. И также у этого медиарекордера есть функция записи именно в том формате, который тебе нужен, то есть в MP4. То есть ты записываешь вообще новое видео по картинке, которую ты захватил со страницы. И получаешь, то есть у меня качество сохранялось видео, да, и там основная проблема была в том, что в буферизации вот этого всего, да, то есть иногда, если у тебя плохое соединение, тебе нужно подождать, пока у тебя прогрузится плеер. Я это просто решил тем, что у тебя медиарекордер не начинает работать до того, как у тебя не произойдет полная буферизация в этом плеере. То есть как она вот это прогружается вся ленточка, да, тогда у меня начинается проигрываться видео и записываться непосредственно в мой уже MP4 файл, который сохраняется на жесткий диск. Собственно, вот так вот. Видите, да, здесь как бы есть минус этого подхода, то, что непосредственно тебе нужно ждать, пока это проиграется. Как бы это все можно автоматизировать, то есть, потому что у браузерных расширений есть возможность открывать страницы в скрытых вкладках. И даже не обязательно тебе, вот, допустим, я захотел спарсить и уникализировать там 50 видео по конкретному поиску, там, traveling, aesthetic car. Да, я могу доделать это расширение и запускать его со страницы поиска. И у меня будет поочередно, то есть открываться в скрытой вкладке каждое видео по очереди. В этой скрытой вкладке будет открываться плеер, и все это будет происходить программно. Но тебе нужно ждать, то есть пользователю. Собственно, все. Извините, возможно, будет полезно еще вот как раз-таки про предметную область, про проект. Можно использовать FMPEG. FMPEG можно запускать в Node.js, в JavaScript, через браузере, через сервис-воркеры. Как раз-таки с помощью него можно делать сборку чанков в MP4 файл. Так, например, работают расширения, которые позволяют скачать запись видео, запись встречи с какого-нибудь LDV, и не только. Вот. И плюс еще FMPEG, я думаю, это мощный инструмент, который может делать как раз-таки вот уникализацию видео, добавлять какой-то шум и так далее. Это так просто не про яички, а вот в целом про расширение. Я прорабатывал этот вариант, и там есть даже у FMPEG минимизированная версия. То есть ты, в принципе, можешь пересобрать его и сделать такую, чтобы она весила мало и работала в расширении. Но вот я хоть убей сейчас не вспомню
с какой проблемой я столкнулся. То есть, по-моему, она была связана что-то вот именно с политикой расширения. Я не знаю, может, ты говоришь про второй манифест, а в третьем я делал на третьем манифесте. Возможно, из-за этого была какая-то проблема. Я помню то, что я долго пытался это сделать, и у меня это не получилось. Скорее всего, была проблема с сервис-воркерами. Да, ну, что-то такое. И это проблема даже, наверное, не в манифесте, а в том, что просто, ну, это такая тяжелая концепция, особенно если нет опыта во фронтенде. Она даже, честно говоря, я даже иногда сейчас плохо понимаю, как, что, где завести. Мгм. Ну да, здесь же ты понимаешь, что еще сталкиваешься со стабильностью системы. Чем проще решение задачи, тем у тебя больше уверенности, то, что она будет работать без твоего участия. Вот. И программно задавать им в ПЕК какие-то настройки, здесь же они же тоже зависят еще от входящего видео, потому что я хотел доработать вот свой вариант расширения таким образом, чтобы он, ты сначала, когда парсишь страницу, чтобы, ну, получить вот это видео, которое нужно, да, со страницы, именно это видео, ты принимаешь от него настройки, то есть какие-то свойства ты о нем знаешь, то есть его качество, его формат, ну, в смысле, сколько там, насколько пикселей, его продолжительность, и от этого ты можешь задавать настройки для HLS-плеера и медиарекордера, что тоже может влиять на, ну, то есть как минимум на надежность того, что у тебя не возникнет каких-то проблем. Вот. Ну, я не стал дорабатывать это расширение. Я думаю, может быть, мой приятель доработал его, я ему идею подал, и потом переключился на другие задачи. Поэтому, не знаю, вот, получается так. Так, спасибо. Ну что, тогда Алексей, да? Да, у меня две части, которые я хотел сказать. Первый пункт. Это давайте на всякий случай проговорим официально, что мы этот воркшоп проводили исключительно в рамках обучения. То есть нам интересно, как решить задачу поиска информации в условиях, когда ее недостаточно. Мы не занимаемся, не знаю, не целевым использованием Осуждаем. интереса, да. На свой страх и риск можете использовать эту информацию. Вот мы этим не промышляем и точно на этом не зарабатываем. Это первая часть. Вторая часть – это то, что отличная демонстрация того, как именно, с какими вызовами ты сталкиваешься как разработчик, когда информации не хватает, и как эти вызовы преодолевать. Никита, большое спасибо. Было прям познавательно. Можно немножко структурировать, да, что когда мы работаем с ИИшкой, у нас одна из частей – это информацию необходимую добыть, то есть это сформулировать наши требования, сформулировать требования к архитектуре, сформулировать описание тех систем, с которыми мы интегрируемся и взаимодействуем. И это вот как раз туда, да. Вот. А вторая часть – это про то, как инструктировать яишку, чтобы она все это использовала и добилась нужного результата. И мы сейчас были в этой картине как раз там, где добыть актуальную информацию. Вот у меня остается... Большое спасибо, кстати, за Firecrawl. Я посмотрю, что это за штука. Выглядит многообещающе, потому что, да, действительно, здесь я сам сталкиваюсь со сложностями получения актуальной информации. И решается это хок обычно. Чего мне больше всего не хватает? Вот когда мы, не знаю, там анализируем макеты в фигме, когда мы анализируем какие-то перегруженные HTML-странички, какие-то документы бывают там, не хватает инструмента, который именно сушит информацию и оставляет суть. Вот как уже Влад говорил, да, там выкинуть все лишнее, да, оставить только смысл. И если кто-то в нашем сообществе знает удобные инструменты для этого, я был бы очень признателен. Ну, грубо говоря, натравить там этот тул без ИИшки, да, важно, чтобы это была четкая логика, чтобы она не ела токены, натравить его на какую-нибудь мегабайтную HTML-ку,
чтобы на выходе получить MD-файл с сутью, да, что там описано с сохранением связи, структуры, но именно суть. Я был бы очень признателен, если кто-то знает, умеет пользоваться такими. Ну, я через терминал это все делал просто одной командой. У нас А у меня не вопрос. получается. Я скину тогда, поищу и вспомню, как я это формулировал, но это просто давно было, но мне кажется, несложно будет найти и сделать это. У Андрея вопрос. Нет, я хотел бы просто прокомментировать то, что сказал Алексей. Во-первых, тут подходом может быть, как мне кажется, я не знаю для этого термина, но некоторый double prompting. То есть мы сначала задаем модели вопрос, как это сделать, как бы первичный промпт, а потом на основе этого промпта строим еще один промпт. Этот подход иногда бывает эффективен, особенно в режиме планирования. Допустим, мы включаем режим планирования, в нем задаем как бы наши данные промпта, модель это все уточняет, может быть, использует MCP, вот, и мы получаем более отточенный промпт. А второй вариант, он совершенно дикий, но он точно уже работает. То есть, если у вас есть какая-то HTML-страница, вот отвечая на твой вопрос напрямую, Алексей, с которой действительно надо работать постоянно. Вы просто нейронка один раз генерите алгоритм парсинга, допустим, я не знаю, там в request scrape или в чем-то угодно, детерминированный, а дальше начинаете его использовать как тул. И таким образом вы как бы извлекаете алгоритм из нейронной сети через TDD, через waterfall, вот, и после этого используете этот инструмент. Вот я таким подходом пользуюсь, я не уверен, что это очень хорошо экономит токены, но как бы при массивном использовании это может экономить токены. Ну, тут дело даже не в экономии. Спасибо, да, большое. Но я так понимаю, что это каждый раз индивидуально, да? У тебя определенная структура, ты делаешь скрипт, который на нее завязан, а какого-то Да, но универсального это инструмента можно нет. генерализовать, потому что у нас есть задача, допустим, HTML парсинга, и она в целом она может быть обобщена. То есть этот инструмент можно даже постоянно рефайнить под конкретные задачи, делать все более и более генерализованным. Вот, может быть, кто-то уже это сделал, я вот про это и спрашиваю. Но, да, спасибо за идеи. И проблема-то, она не в том, что мы токены экономим. Если вот выгрузить реально макет в Figma, вы когда-нибудь видели, там текста, я не знаю, десятки мегабайт текста. С этим не справляется никто. В принципе, ни за какие. Можно еще одно замечание? С этим на самом деле справляется Gemini CLI, у него очень большой контекст, его можно юзать даже бесплатно, его можно завернуть в MCP tool и натравливать на это. Или какие-то простые модели с этим справляются достаточно хорошо, даже open source, ну, если есть возможность их запускать локально, потому что это достаточно простая задача, ну, на уровне там каких-то простых DevOps операций или обработки текста, вот, ну, так вот мне кажется. Опять-таки, у меня не получалось. Возможно, я что-то делаю не так. Так, ну что, ребят, тогда, по всей видимости, мы подходим к завершению. Никита, огромное спасибо. Я тоже для себя 3, наверное, таких ключевых момента получила. Интересно, опять же, как ты действительно структурируешь это все в курсоре, как ты аналитически подходишь, да, то есть ты столкнулся и вот все равно не отпускаешь, так я еще вот так попробую, еще вот так попробую. Это очень круто, спасибо большое. Мне кажется, вот это сама идея того, что не отпускать и все равно искать, и все равно пробовать, и пробовать разные варианты, то, как ты поделился этим, это здорово, и мне кажется, другие коллеги, которые нас послушают, они такие, ну, значит, может, я тоже все правильно делаю, ладно. Ну, то есть нормально, если LLM-ка не дает идеальный результат с первого раза, можно дальше мучить, можно дальше пробовать, пытаться и находить с ней уже такую, да, более профессиональную коммуникацию, а не когда LLM-ка лентяйничает, да, и не хочет что-то там делать. Вот. Поэтому это вдохновляет, и мне кажется, да,
поддерживает нас вот и дальше в таком стремлении изучать, погружаться, не бросать, быть настойчивым, исследовать и внедрять в итоге в best practice. Поэтому спасибо огромное, что поделился. Спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. Я готова буду завершать демонстрацию и трансляцию. И Можно вот еще? нам... Сейчас я вижу руку, да, я в чате вижу, да, что было очень интересно. Большое спасибо, да, Никита, большое спасибо. Да, Алексей. Да, я хотел сказать, что вот сейчас, глядя назад, да, как прошла встреча, мне кажется, это яркий пример, чем отличается работа инженера, вот в лице Никиты, от работы вайп-кодера. Ну, то есть даже в неизвестной области применяются инженерные подходы. Вот, было очень круто. Да, поддержу. Спасибо. Спасибо. Хорошей субботы, 14 февраля, и хорошего воскресенья. Завтра тоже выходной. Все. Всем Всем пока. спасибо. Всем пока. Спасибо.